Глава Яо Дань призвал фрагмент души Доу Ди, легендарного предка клана Яо. Можно представить эту мощь. Даже Сяо Янь с идеально небесной стадией души признал невиданное давление. Но главный вопрос – хватит ли этого против пламени пожирания пустоты, что на ранней стадии 9-й звезды Святого? Спасет ли предок клан Яо? Давайте рассмотрим, а вначале ставьте лайк и пишите комментарии для поддержки, это лучшая благодарность за видео. Итак, предок Яо в форме иллюзорной фигуры явился прямо в центре формации. Долгое течение времени делало его оставшиеся воспоминания все более расплывчатыми. Тем не менее, ему повезло, что у него остались воспоминания об основанном им самим же клане. Эти чрезвычайно древние глаза медленно пронеслись над областью внизу. Уверенное выражение сразу же поднялось на лице Яо Даня, увидев предка Доу Ди. Хотя нынешняя эпоха отличалась от древней, даже фрагмент души такого эксперта был на многое способен. Предок пробормотал: «Это пожирающее пустоту пламя». Иллюзорный старик не разговаривал ни с одним из членов клана Яо, он лишь посмотрел на черное пламя в небе. Древние воспоминания вновь мелькнули в обоих глазах. Он взмахнул рукавом, и на формации возник свет. Черное пламя, которое прицепилось к ней и пожирало энергию, тут же было насильно развеяно. Да, одним движением старик отбросил пламя пожирания пустоты от формации. Пожирающее пустоту пламя слегка улыбнулось в небе. Без полной памяти и без полной души. Твое слабое состояние, как у марионетки. Яо Ди, ты фактически опустился до такого состояния. Но это хорошо. Захватив твою ослабшую душу, она, по крайней мере, превзойдет ценность миллиона обычных полных душ. Его тон не содержал ни капли страха и уважения. Он вытянул руку, а палец, покрытый черными символами, указал вниз. Все в округе тут же задрожало, как только огромный черный огненный палец, который, казалось, мог покрыть собой половину горного хребта, сошел с неба. Он безжалостно прижался к формации, а все это пространство словно бы полностью треснуло под пальцем. Столкнувшись с такой мощью, выражения многих стали пепельными. Черный палец сошел с неба. Тем не менее, только он собирался коснуться большой формации, когда предок Яо наконец поднял руку. Над формацией появился котел, который был никак не меньше этого большого пальца. Этот котел покрывался различными странными линиями, из него распространилась древняя аура. Огромный палец встретился с большим котлом. Сразу же по небу раздался гудящий звук. Некоторые из более слабых людей сразу же выплюнули свежую кровь из-за пугающего гудящего звука. У некоторых даже разорвались барабанные перепонки, кровь продолжала вытекать из их ушей, а их состояние становилось крайне жалким. Когда произошло столкновение, большой палец рассыпался. Котел также стал гораздо более иллюзорным. Фигура старика слегка побледнела. Очевидно, он исчерпал огромное количество энергии. После неудавшейся атаки, пожирающее пустоту пламя слегка разъярилось. Сколько раз осколок души может блокировать меня? Он снова надавил пальцем по пустому воздуху. Сразу же весь район затрясся. Пара огромных пальцев спустились с неба и непрерывно и яростно ударились о котел. Несколько трещин появились на огромном котле. Глава Яо Дань немедленно приказал: «Все из клана Яо, влейте всю свою доуци в формацию!» Выражение лица Яо Даня резко изменилось, когда он увидел, что пожирающее пустоту пламя на самом деле не боится фрагмента души предка-основателя. Он издал суровый приказ. Сразу же доуци в его теле ярким столбом света устремилась к формации. Бесчисленные столбы света также вспыхнули в других местах. Огромный котел быстро восстановился. Более того, он сейчас вылетел прямо из формации и со свистом полетел к пожирающему пустоту пламени. Вот мы смотрим аниме «Расколотая битва Синева Небес». А если бы могли играть за Сяо Яня? Это возможно. Встречайте игру «Расколотая битва Синева Небес. Решающая схватка» или «Пик Шоудаун». Станьте Сяо Янем и пройдите путь от обычного юноши до сильнейшего культиватора под небесами. Вас ждут динамичные реал-тайм бои, глубокая система прорывов, мощные техники, алхимия и сотни легендарных артефактов. Каждый бой — это яркое зрелище, а каждое новое царство — новый уровень силы. Игра полностью передает дух оригинальной новеллы, атмосфера, история, персонажи и тот самый вайб, который мы все так любим. Красивая графика, плавный геймплей и регулярные обновления с новыми событиями не дадут заскучать.
Хотите начать свое восхождение к пику небес прямо сейчас? Скачивайте игру на X7 Game. Быстро, безопасно и без лишних хлопот. Это приложение можно установить как на Android, так и iOS. Ссылочка в описании. Огромный котел быстро восстановился. Более того, он сейчас вылетел прямо из формации и со свистом полетел к пожирающему пустоту пламени. Выражение лица Хунь-Худзы изменилось, как только он увидел летящий огромный котел. Он поспешно скрылся за спиной черного пламени. «У тебя есть сила клана Яо, как и у меня!» Тон пожирающего пустоту пламени все еще оставался спокойным. Взмахнув рукавом, все царство Яо сразу начало дрожать. Все были шокированы, увидев, что снаружи этой формации поднимаются плотные скопления черного пламени. Наконец, в небо вошло черное пламя. Тут же над этим местом раздались бесчисленные жалкие крики. «Это потомки граждан клана Яо!» Выражение Сяо Яня резко изменилось. Эти сгустки черного пламени окружили бесчисленных дико горящих в агонии людей. Эти люди были потомками всех граждан клана Яо. В тот момент, когда они были втянуты в облака черного пламени, Сяо Янь видел, что их тела превращались в кровавый туман, который поглощался без остатка. Какой безжалостный метод! Он даже не отпустил этих потомков граждан. Сяо Янь крепко сжал кулак. В этом царстве Яо было по крайней мере несколько миллионов потомков. Тем не менее, все они были поглощены пожирающим пустоту пламенем. Шокирующее изменение за пределами формации было также обнаружено Яо Данем. Его глаза слегка покраснели, когда его злобный рев раздался по всему месту. «Твой клан Хунь будет непримиримым врагом моего клана Яо». Пожирающее пустоту пламя полностью проигнорировало слова Яо Даня. Он сжал руку, и образовался кровавый шар. «Взорвись!» Пожирающее пустоту пламя взмахнуло рукой, как только кровавый шар увеличился до размеров 10 тысяч метров. Наконец, он столкнулся с огромным летевшим к нему котлом. В тот момент кровавый свет охватил все небо, и казалось, все оглохли. Однако кроваво-красный цвет, который наполнил их глаза, был настоящим. Неописуемая, пугающая энергетическая атака дико опустилась с неба. Многие трещины образовались от взрыва. Наконец, котел исчез под диким пожиранием черного пламени. А оставшаяся сила уничтожения собралась и безжалостно разбилась о формацию. Формация клана Яо сильно дрожала, когда эта сила сошла. Наполняющая ее энергия рассеивалась шокирующей скоростью. Формация вот-вот распадется. Глядя на все сильнее бледневшую формацию, сердца всех из клана Яо стали ледяными. Они не ожидали, что эта формация, сформированная из силы всего их клана, не смогла блокировать это ужасающее существо. Даже с помощью фрагмента души предка Яо им не удалось. Иллюзорный старик в центре формации также тихо вздохнул, когда смотрел на эту сцену. Он пробормотал: «Этого бедствия нельзя избежать». Только его голос прозвучал, как его фигура выскочила из формации. Он превратился в иллюзорный луч света, прорезавший облако черного пламени со скоростью, превышающей скорость света. Наконец, он устремился прямо к телу пожирающего пустоту пламени. От столкновения между ними раздался лишь приглушенный звук. Однако тело пожирающего пустоту пламени сильно задрожало. Вскоре его тон, наконец, впервые стал яростным. «Ты, проклятый старый призрак, исчезни из этого мира!» Черное пламя вспыхнуло во всех направлениях. Сразу же был издан страшный звук, как будто душа была разбита. Звук был ужасающим. Тела всех членов клана Яо в этот момент застыли. Они почувствовали, что что-то тихо исчезает из их родословной. Предок-основатель. Глаза главы Яо Даня тупо смотрели на небо, как будто его вера рухнула в этот момент. Под ошеломленными взглядами всех членов клана Яо формация стала еще сильнее дрожать. Наконец раздался треск, и под множеством взглядов она взорвалась. Формация разрушена. Даже эта защитная формация клана Яо наконец рухнула от пугающей энергетической атаки, которая могла уничтожить мир. Она превратилась в бесчисленное множество светлых пятен, которые стекали с неба. Испускаемый ими блеск освещал множество тусклых и ошеломленных лиц внизу. Несмотря на то, что они использовали всю свою силу, они не могли изменить свою судьбу. Многие люди чувствовали себя напуганными и безнадежными перед богоподобной фигурой в небе. Сяо Янь с серьезным выражением смотрел на все происходящее.
Доу Ци в его теле начала тихо циркулировать. Рядом с ним вспыхнул черный свет, и вновь появилась марионетка Северный Король. Он также сделал пару шагов назад и встал рядом с Яо Лао. Сейчас можно с уверенностью сказать, что Сяо Янь столкнулся с самой опасной ситуацией в своей жизни. Даже он не был абсолютно уверен, что сможет сбежать из этой ловушки клана Хунь. Яо Лао отвел взгляд от неба. Его глаза слегка блестели от влаги. Несмотря на то, что у него не было глубоких чувств к клану Яо, иллюзорная фигура старика была богоподобным существом для всех членов клана Яо. Любой человек с родословной клана Яо почувствовал бы резкое исчезновение чего-то внутри себя, став свидетелем подобной сцены. Если что-то пойдет не так, то ты должен любой ценой выбраться. Альянс Небесного Дворца не может обойтись без тебя. Более того, ты все еще должен спасти отца. Хриплым голосом произнес Яо Лао. Выражение Сяо Яня немного изменилось, но он молчал. Однако в его глазах вспыхнула решимость. «Учитель, будьте уверены». После некоторых размышлений он это произнес, однако он сам не знал, как он справится. Паривший в воздухе Яо Дань медленно встал. Исчезновение фрагмента души предка Яо вызвало появление огромной дыры в его сердце. Однако он был все-таки главой клана, поэтому он быстро подавил свою потерянность. Низкий голос раздался у ушей всех членов клана Яо. Все члены клана. Сейчас время, когда судьба нашего клана Яо будет определена. Единственное, что мы можем сделать, это рискнуть всем, чтобы сохранить наш род. Все старейшины, сражайтесь рядом со мной до конца. Только прозвучал суровый крик Яо Даня, как множество фигур сорвались со всех сторон. Присутствовали не только старейшины клана Яо, но даже некоторые представители молодого поколения с покрасневшими глазами вышли вперед. Они понимали, что если они не смогут пережить это бедствие, то клан Яо полностью исчезнет из истории. Их корни находились в клане Яо. Как только они потеряют эти корни, они останутся без дома. Вся имеющаяся у них слава и гордость будут уничтожены. Вперед! Тело Яо Даня дрожало, когда он смотрел на небо. Возник столб Доу Ци размером в 10 тысяч метров. Он с шокирующим импульсом полетел в сторону фигуры пожирающего пустоту пламени. Просто потрясающие и очень интересные события. Чем это закончится, рассмотрим в будущих видео. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Всем спасибо и до скорой встречи.